Русский язык. Ви роняет неожиданные слова в прямом эфире. Чонгук замирает на месте. Пролог. Затишье перед хаосом. Огни Сеула мерцали, как бриллианты, рассыпанные по ночному небу. Город гудел от волнения. Слухи распространялись неделями. Воссоединение. Момент, который, как никто не верил, случится снова. Тэхён и Чонгук, два имени, которые когда-то двигали миром, должны были впервые за многие годы появиться вместе в национальном эфире. Фанаты ждали, словно мир собирался выдохнуть. Социальные сети дрожали от хэштегов, предсказаний, слез, молитв и воспоминаний, в которых учащался пульс. Это было не просто появление, это была история. И никто, абсолютно никто не был готов к тому, что должно было произойти, потому что Тэхён собирался сказать то, что остановит Чонгука и заморозит весь мир. В студии воцарилась тишина, слишком глубокая тишина. Камеры готовы, персонал шепчется, продюсеры снуют, но в воздухе висело неоспоримое напряжение. Даже те, кто не знал, что должно произойти, чувствовали, что что-то нарастает, как буря перед первой молнией, разрывающей небо. 30 секунд!» – выкрикнул сотрудник. Чонгук сидел прямо, одетый в элегантный черный костюм, подчеркивающий каждую резкую черту его зрелости. Но его пальцы выдавали его, слегка постукивая по колену. Нервы! Не из-за камер, не из-за интервью, а из-за человека, тихо сидящего рядом. Ви был в темном изумрудном пальто с золотыми акцентами, с прической, как у принца из прошлого. Тэхён выглядел по-королевски, неприкосновенно, но когда Чонгук взглянул на него, он увидел что-то скрытое под этой внешностью – мягкость, ностальгию и эмоцию, которую Чонгук пока не мог назвать. Они не разговаривали толком месяцами. Карьера, расстояние, время – все было стеной между ними. Но теперь они здесь, снова сидят плечом к плечу под прожекторами. 5 секунд. Ведущая улыбнулась в камеру, пока отсчет эхом отдавался. 4, 3, 2, 1. Эфир. Приветствуем всех на этой специальной трансляции. Бодрый голос ведущей заполнил студию. Но аудитория не слушала ее. Они смотрели на них. Камеры наезжали, весь мир прильнул к экранам. «Каково это воссоединиться в прямом эфире?» – спросила она. Чонгук ответил первым, голос твердый, но взгляд мягкий. «Это очень значимо. Прошло много времени, и я скучал по этому. Осторожные заявления, безопасно, вежливо, профессионально». Ви слегка улыбнулся. «Да, это кажется знакомым, как будто мы и не уходили». Сердце Чонгука пропустило удар. Тон теплый, искренний, ощущался как секрет, которым делятся. Их глаза встретились. Между ними промелькнуло что-то. Узнавание, возможно, облегчение. Ведущая наклонилась вперед. Фанаты всегда говорят, что между вами двумя особая связь. Как бы вы ее описали? Чонгук резко вдохнул. Он не был готов к этому вопросу. Пока нет. Прежде чем он успел ответить, заговорил Тэхён. «Это просто», — сказал он. «О некоторых людях ты никогда не перестаешь заботиться». Комната замерла. Чонгук замер. Зрители дома замерли. Тэхён не прерывал зрительного контакта. У Чонгука перехватило дыхание. Что это должно было значить? Воспоминание? Признание? Предупреждение? Он пытался ответить, но слова не шли. Мир только что изменился, и все это почувствовали. Ведущая в шоке моргнула. Она не ожидала такой подлинной эмоции так рано. Камеры наезжали, продюсеры отчаянно жестикулировали. Социальные сети мгновенно взорвались. Хэштег воссоединения тэйкуков. Что сказал Ви? Чонгук замер. Тэхён продолжал. Голос спокойный, но тяжелый со значимостью. Есть люди, которые оставляют след в твоей жизни. Неважно, сколько времени пройдет, неважно, что изменится, эта связь остается. Чонгук почувствовал, как сердце колотится в груди. Он готовился к шуткам, ностальгии, может быть, к дразнящим воспоминаниям, но не к этому.
Тэхён говорил из более глубокого места, без скрипта, без фильтров. Наступила мучительная тишина. Ведущая прочистила горло. «Прекрасно сказано. Чонгук, какие-нибудь мысли?» Губы Чонгука приоткрылись, но голос не вырвался. Он выглядел ошеломленным, пойманным между эмоцией и шоком. Камеры это обожали, мир это обожал, но внутри он терял контроль. Он снова взглянул на Тэхёна, и Тэхён удерживал его взглядом, словно во вселенной существовали только они вдвоем. Чонгук наконец прошептал: «Я не ожидал, что ты это скажешь». Тэхён мягко, почти горько-сладко улыбнулся. «Я знаю». Воздух в студии стал тяжелее, как будто сами стены слушали. Слова Тэхёна продолжали звучать в голове Чонгука. «О некоторых людях ты никогда не перестаешь заботиться». Он сглотнул, пальцы сжались в кулак под столом. Он чувствовал, как миллионы глаз смотрят, ждут, анализируют каждое микровыражение. Даже воздух, казалось, боялся пошевелиться. Ведущая неловко ерзала, чувствуя назревающую бурю, в которой она не планировала ориентироваться. «Вау, это очень искренне. Фанаты любят видеть, что ваша связь остается такой крепкой спустя столько лет». Тэхён не отводил взгляда от Чонгука. Некоторые связи не исчезают только потому, что проходит время. Все еще глядя, все еще удерживая его этой невидимой гравитацией, Чонгук почувствовал, как сжимается горло. Он знал, что делает Тэхён, говорит правду, не раскрывая слишком многого. Но тяжесть этого ударила сильнее, чем он ожидал. Воспоминания вспыхивали, как затворы камер, ночные разговоры в студии, молчаливые взгляды в репетиторских залах, утешение от того, что рядом есть кто-то, кто понимает без слов. И тот день, когда все изменилось. Его сердце стучало в ушах. Фрагмент момента, который он похоронил, вытолкнулся на передний план его сознания. Крыша, обещание и прощание, которые они никогда не произнесли вслух. Чонгук резко моргнул, отталкивая это. Не сейчас, не здесь. Интервью продолжалось, но мир сдвинулся со своей оси. «Давайте поговорим о вашем пути». Ведущая попыталась направить тон в более легкое русло. «Ваша карьера после групповой деятельности была невероятной». Чонгук механически кивнул. «Да, это был период роста. Многому научился». Тэхён вежливо улыбнулся. «И исцеление». Исцеление. Это единственное слово ударило Чонгука сильнее всего. Флэшбэк. Студия в 3 часа ночи. Чонгук ходит взад и вперед, расстроенный. Тэхён тихо наблюдает за ним. «Ты не всегда должен быть сильным в одиночку», — сказал Тэхён. Чонгук тогда тоже избегал его взгляды. «Я в порядке». «Ты говоришь это», — прошептал Тэхён. «Но твои глаза не согласны». Возвращаясь к настоящему, Чонгук наконец заставил себя заговорить. Это было нелегко. Ничего, что касается движения вперед, не было легким. Взгляд Тэхёна смягчился. Некоторые вещи должны быть легкими. Их голоса несли слои смысла, понятные только им двоим. Ведущая просто улыбнулась, не подозревая, что становится свидетельницей главы, которую никто никогда не читал. Затем это произошло. Сотрудник передал ведущей карточку. Она взглянула на нее и просияла, не подозревая, что держит в руках гранату. «Это от фанатов», — бодро объявила она. «Они хотят знать, почему вы больше всего скучаете, работая вместе тогда». У Чонгука перехватило дыхание. Пальцы Тэхёна слегка дрогнули на коленях. Снова повисла тишина, слишком долгая для комфортного эфира. Наконец, Чонгук заговорил тихим голосом. «Потому что был кто-то, кто понимал все, без необходимости говорить об этом». Признание выскользнуло, прежде чем он успел его остановить. Неприкрытое, настоящее, беззащитное. Выражение лица Тэхёна слегка треснуло, глаза смягчились, челюсть напряглась. Он медленно выдохнул, словно изучая самого себя. «Я тоже поэтому скучаю», — сказал он. «Я скучаю по доверию к кому-то без колебаний».
аудитория ахнула. Это была не злость, это была не ностальгия, это была правда. Опасно честная правда. Чонгук уставился на него, застыв. Скрытый смысл был безошибочен. Они полностью доверяли друг другу, пока что-то не сломалось. Ведущая не знала, как реагировать. Социальные сети уже взорвались. Продюсеры отчаянно сигнализировали за камерами. Это было слишком реально, слишком эмоционально, слишком уязвимо. Тэхён слегка наклонился вперед, голос тихий. «Не для камер, только для Чонгука». «Ты никогда меня не терял, знаешь?» – прошептал он. Чонгук почувствовал, как его грудь болезненно сжалась. «Тогда почему я чувствовал, что потерял?» Улыбка Тэхёна померкла. Не очаровательная улыбка айдола, а настоящая, надломленная и человечная. «Потому что мы забыли, как разговаривать», — ответил он. На мгновение не было ничего, ни камер, ни аудитории, ни мира. Просто два человека, которые когда-то делили все, пытались преодолеть года молчания в прямом эфире. Дыхание Чонгука прервалось. Тэхён это заметил. Все это заметили. Свет в студии внезапно показался резким, слишком ярким, слишком навязчивым. Чонгук медленно выдохнул, пытаясь успокоить дрожь, нарастающую в груди. Слова Тэхёна все еще висели в воздухе, как дым. «Мы забыли, как разговаривать». Чонгук стиснул челюсть. Он чувствовал себя обнаженным. Не как артиста, как человека. Он не привык к этому, он не был к этому готов. Не здесь, не так. Ведущая, наконец, обрела дар речи. «Столько честности сегодня!» – нервно пробормотала она. «Ваши фанаты должны быть очень тронуты». Тэхён не ответил. Чонгук не двигался. Он с трудом сглотнул. Когда он, наконец, заговорил, это был не голос айдола, который знали люди. Он был мягким, искренним, уязвимым. «Мы не забыли», – тихо сказал он. «Мы просто не знали, как начать снова». Глаза Тэхёна слегка расширились. Чонгук не смотрел на него. Вместо этого он смотрел на свои руки. По его пальцам пробежала легкая дрожь. Атмосфера снова изменилась, более глубокая, более тяжелая. «Никакие отношения не остаются идеальными навсегда», — наконец ответил Тэхён нежным голосом. «Иногда ты отступаешь не потому, что тебе все равно, а потому что тебе слишком не все равно, и ты не хочешь испортить то, что есть». Чонгук медленно поднял голову. Тэхён не смотрел на камеры, он смотрел на него, их взгляды зафиксировались. Что-то внутри Чонгука сдвинулось, треснуло. «Я думал, что отступление означает потерю тебя», – прошептал Чонгук. Тэхён слегка моргнул, его губы приоткрылись, дыхание перехватило. «Ты никогда меня не терял», — повторил он. Его голос был таким тихим, что казался признанием, предназначенным только для одного сердца, не для миллионов. Откуда-то раздался тихий вздох. Может быть, от ведущей, может быть, от съемочной группы, может быть, от аудитории или, возможно, от каждого фаната, смотрящего по всему миру. И никто не мог дышать. Чонгук опустил ресницы, пытаясь сдержать жжение, нарастающее за глазами. Он не хотел плакать, не здесь, но эмоции – это не то, что можно скрывать вечно. Особенно, когда человек, который понимает тебя больше всего, сидит прямо рядом. Рука Тэхёна дернулась, как будто он хотел протянуть ее, но остановился. Это минимальное колебание было громче любых слов. «Это не планировалось, не так ли?» – прошептала ведущая. Тэхён покачал головой. «Некоторые вещи не должны быть планированы». Чонгук издал прерывистый вздох. «Я скучаю по разговорам с тобой», – сказал он. Предложение дрожало, как лист на ветру. На губах Тэхёна появилась небольшая болезненная улыбка. «Я скучал по твоему голосу», — ответил он. Это было негромко. В этом не было необходимости. Мир все равно это услышал. За камерами продюсеры отчаянно шептались. Что они делают? Это эмоциональный контент? Это энергия признания? «Уходим на рекламу!» «Нет, рейтинги взлетают! Не прерывать! Это история!» Звонили телефоны, звонили руководители. Менеджеры стояли застывшие. Никто не ожидал честности сегодня. Не такой, не неприкрытой, не дрожащей, не сердцами на ладони и включенными камерами. Это было уже не интервью.
Это был момент. Настоящий, редкий в мире идеальных камер и идеальных айдолов. По всему миру фанаты сидели, приклеившись к экранам. Некоторые закрывали рты, некоторые плакали, некоторые шептали молитвы, некоторые печатали так быстро, что клавиатуры тряслись. Они мирятся? Они не играют? Это по-настоящему. Такое ощущение, будто чье-то сердце открывается на экране. Мне кажется, я плачу. Почему я плачу? Что это за эмоция? Глаза Тэхёна дрожат, руки Чонкуга дрожат, и я не могу этого вынести. GIF-файлы, скриншоты, эдиты, переводы – все появлялось в реальном времени. Казалось, что они становятся свидетелями истории, потому что в этот момент двое мужчин, которых любил мир, которые на время потеряли свой путь, тихо находили друг друга снова, и мир на мгновение замолк. Студия ощущалась как тихая комната, предназначенная для двоих, а не трансляцию, которую смотрят миллионы. Чонкук медленно вдохнул. Он чувствовал, как напряжение в груди давит на ребра, умоляя вырваться на свободу. Он посмотрел вниз. Его голос, когда он наконец появился, был едва слышным шепотом. «Я думал, что, возможно, я больше не тот, кто тебе нужен». Выражение лица Тэхёна изменилось. Шок, боль, неверие – все мелькало, как пламя свечи. «Что?» – выдохнул он. «Это никогда не было правдой». У Чонкуга сжалось горло, его глаза заблестели. Он быстро моргнул, борясь с жжением. «Ты перестал звонить», – тихо сказал Чонкук. «Ты перестал писать. Ты перестал заходить. Я думал, я сделал что-то не так». Губы Тэхёна приоткрылись, его взгляд смягчился от вины. «Нет», — сказал он, — «это был я». Слова задрожали в воздухе. Чонкук наконец поднял глаза, и его голос надломился. «Тогда почему ты мне не сказал?» В комнате повисла ошеломленная тишина. Это уже не было интервью. Это была открывающаяся в прямом эфире рана. Тэхён медленно вдохнул, обдумывая, собираясь силами. «Потому что я не доверял самому себе», — наконец признался он. Пауза. Мир перестал вращаться на одну хрупкую секунду. Чонкук уставился, испуганный, сбитый с толку, внезапно пошатнувшийся. «Что ты имеешь в виду?» – прошептал он. Тэхён отвел взгляд, но всего на полсекунды, прежде чем вернуться обратно с уязвимостью, которую он обычно скрывал за обаянием, шелком и спокойной грацией. «Я не доверял себе, чтобы быть близко, не чувствуя снова в слишком многого». Чонкук снова замер. Это слово отдалось эхом, как гром. Слово, которое несло историю, эмоции, никогда не рассказанную историю. Дыхание Чонкуга прервалось. Слышно, искренне. Камера зафиксировала это. Микрофоны не скрыли этого. Тэхён не моргнул. Он это сказал. Обратного пути не было. Голос режиссера прорезал диспетчерскую. «Мы прерываем это?» Другой голос в панике. «Мы не можем! Это становится виральным в реальном времени! Они выглядят, как будто вот-вот расплачутся в прямом национальном эфире! Они выглядят, как будто они сейчас скажут что-то, что изменит все!» Менеджер поспешил на сцену за кулисами, срочно шептав гарнитуру: «Будь готов вмешаться! Это эмоциональный срыв, не сценарный контент!» Но никто не осмелился выйти на сцену, потому что говорили двое сердец, и мир остановился, чтобы слушать. Аудитория могла это увидеть. Легкое дрожание челюсти Чонкуга, его пальцы сжатые в кулак на коленях, побелевшие костяшки. Он больше не дышал нормально. Остановился. «Чувствовать слишком много?» — повторил он хрупким голосом. Тэхён медленно, болезненно кивнул. «Я не знал, как с этим справиться», — признался он. «Я не хотел делать тебе больно. Я не хотел тебя смущать. Поэтому я отступил». Чонгук издал звук, тихий, сломленный смех, который не был смехом. «Ты все равно сделал мне больно», – прошептал он. Тэхён замер, и все, кто смотрели, тоже, потому что это были не айдолские слова, не безопасные для СМИ слова. Они были слишком человечными, слишком острыми. Правда, наконец, вырвалась наружу. Чонкук моргнул раз, два, и затем скатилась слеза. Он быстро вытер ее, челюсть напряжена, пытаясь сдержаться. Не как знаменитость, не как золотой исполнитель, а просто как человек, который почувствовал себя брошенным, тем, кого он никогда не думал потерять. Дыхание Тэхёна дрогнуло. Его рука инстинктивно поднялась, потянулась к Чонкугу, но он остановился на полпути, пальцы замерли в воздухе дрожа. Это колебание причинило больше боли, чем любое прикосновение. «Могу я?» – прошептал Тэхён. Его голос надломился. «Объяснить это правильно, даже если это здесь. Даже если мы не одни».
Чонгук уставился, глаза стеклянные, голос тихий, как сломленное крыло. «Я думаю, что мы никогда не были по-настоящему одни». Смысл поразил Тэхёна как приливная волна. Общий мир, общий прожектор, общее молчание. Никогда не приватно, никогда не только две души. Всегда под наблюдением, всегда под судом, всегда выступающие. Даже когда ломаются. Голос Тэхёна упал, как хрупкий шепот. «Тогда позволь мне все равно поговорить с тобой».